Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео уделим внимание волшебным словам, говоря которые эти слова могут улучшить вашу жизнь. Поэтому постарайтесь произносить как можно чаще, для того, чтобы жить в изобилии, в достатке, благополучии, чтобы быть здоровым, счастливым и успешным человеком. Давайте начнем с того, что все наши мысли, хотите вы это воспринимать или нет, верите в это или нет, но наши мысли материальны. Сначала все формируется на энергетическом плане, и каждое слово, соответственно, обладает определенной энергетической вибрацией и несет в себе как положительную, так и отрицательную энергию. И вы знаете, уже давно доказано, что энергия слов влияет на здоровье человека, на самочувствие, даже на его судьбу. И есть фразы, которые мы часто произносим и даже не задумываемся о том, что они могут улучшить или наоборот ухудшить нашу энергетику и нашу жизнь в целом. Конечно, все наши мечты, все наши действия, поступки – это прежде всего наши мысли. Обратите на это внимание. Самый простой пример. Например, у вас появляется желание отправиться в путешествие. Обратите внимание, у вас сначала появляется мысль, у вас ни с того ни с сего появляется на энергетическом плане определенная картинка. Например, вы себе представляете, что вы находитесь, лежите на лежаке, пальмы, белый песок и так далее. И у вас сразу в голове прорисовывается, что вы, например, на Мальдивах, на Шри-Ланке, где-то в Турции или где-то, например, в Египте или в Доминиканской республике. Правильно? У вас прорисовалась картинка. И следующий этап, после того, как вы вообразили себе, вы начинаете мыслить и думать о том, как из этого энергетического плана реализовать в наш материальный план, чтобы вы могли прожить, прочувствовать, как вы, например, летите самолетом, как вы отдыхаете, как вы пьете вкусные коктейли, как вы ходите на дискотеки, как вы общаетесь с новыми людьми и так далее. И вот здесь очень важно, чтобы вы в своей жизни произносили правильно заряженные позитивом слова, которые, соединяя нашу осознанность с подсознанием, и приводят нас к реализации тех или иных целей или задач. Но очень важно, чтобы вы не только подкрепляли слова именно, но и были определенные действия. Потому что когда вы произносите определенные слова, вы тем самым уже на энергетическом плане отправляете в космос, во Вселенную определенную энергию. И начинает, знаете, вот как определенный каток ниток, начинают закручиваться определенные процессы и так далее. Поэтому давайте начнем с первого слова, которое мы рекомендуем всем произносить вне зависимости, чем вы занимаетесь, что вы делаете. Даже, возможно, вы сейчас учитесь и, например, никакого отношения к бизнесу, к деньгам, к работе не имеете. Вы должны понимать, что вы, вне зависимости, сколько вам лет, вы должны целенаправленно для себя ставить реальные задачи на энергетическом плане и их потихоньку реализовывать. Потому что как только вы себе представили, у вас начинает постепенно и, знаете, вот как магнит к вам приходить определенные возможности, люди, звонки, на электронную почту вам могут писать определенные письма и так далее. Так вот, первое волшебное слово, которое вы должны всегда использовать в своей жизни, это слово «удачно». Удача. Это слово стоит регулярно повторять. Даже если у вас в данный момент определенные есть какие-то проблемы, у вас что-то не получается, у вас происходят какие-то не очень такие вот хорошие ситуации, главное, чтобы вы не падали духом, потому что как только вы запустили определенные процессы на энергетическом плане, к вам подстраиваются определенные события. Представьте себе, что вы с радостью призвали удачу на энергетическом плане, а потом опустили руки. Что в этот момент происходит? Происходит разрушение энергетических цепочек. Очень важно, что вы сами себе утром, вечером, в обед говорили следующие слова. Сегодня удачный день. Я удачливый человек.
Или удача сопутствует мне во всех начинаниях. Но ни в коем случае не говорите такие фразы «удача меня оставила» или «удача обходит меня стороной» или «мне в том-то или ином не везет», потому что сначала вы удачу призываете, а потом просто берете от нее и отказываетесь. Знаете, помните о том, что построить очень сложно, разрушить, обращаю ваше внимание, можно легко, а вот создать, построить – это очень сложно. Самый простой пример – построить дом. Сначала нужно заложить фундамент, построить стены и так далее, и так далее. А разрушить дом очень легко, поэтому всегда думайте о том, что вы говорите. Следующее очень важное слово, которое мы всем рекомендуем произносить, это слово «процветание». Именно это слово, оно привлекает в нашу жизнь любые материальные блага. И очень важно, что вы именно это слово, слово процветания, включили в свою обыденную речь. Это очень важно. Будет очень хорошо, если вы будете говорить следующие фразы со словом процветания. Например, я делаю все, чтобы достичь процветания. И здесь очень важно, чтобы вы не произносили такую фразу, как «я буду процветать». То есть когда-то что-то, нет, забывайте такие слова. Или «меня ждет процветание». То есть вы сразу ставите цель, что когда-то в будущем у вас будет процветание. Если вы не говорите в настоящем, то вы, не только вы, но и высшие силы Вселенной, ее энергетика не понимает, о чем идет речь. Поэтому всегда говорите конкретно, для того, чтобы высшие силы, ваш ангел-хранитель понимали вас, чего вы хотите на самом деле. Следующее слово – это благосостояние. И основное его значение – это процветание, это спокойная, достаточная и изобильная жизнь. Поэтому всегда, особенно в семье, употребляйте следующую фразу. Она звучит следующим образом: «У нас счастливо все складывается». Следующее волшебное слово, которое мы рекомендуем использовать каждый божий день, это богатство. Конечно же, бессмысленно повторять фразу «я богат», когда вам денег не хватает или у вас какие-то финансовые проблемы. Но если вы будете регулярно говорить себе слова, связанные со словом «богатство», и будете прикладывать усилия, то деньги обязательно поступят в вашу жизнь. Можете говорить простую фразу «деньги приходят легко». Также обязательно употребляйте такие слова, как «прибыль», как развитие, потому что именно такие слова, они настраивают вас на победу, на достижение успехов. И очень важно, что если вы решили потратить деньги, вне зависимости на технику, на ремонт или на тот же отдых, никогда не жалейте для себя денег. Ведь таким образом потому что деньги изначально, они выполняют свое основное предназначение. Поэтому очень важно, что вы и рационально, и в то же время с любовью и удовольствием использовали деньги в своей жизни. Следующее волшебное слово – это слово «успех». Важно не только употреблять это слово, но и быть абсолютно убежденным в своем успехе. При ежедневном повторении слова «успех» вы действительно сможете изменить свою жизнь и привлечь благоприятные ситуации. А вы сами знаете, что когда вы идете на какую-то сделку и у вас все с самого начала не получается, это начинает раздражать и приводит, соответственно, что сделка не состоялась, контракт не подписан и так далее, и так далее. Поэтому всегда говорите «я успешный человек», «у меня все получится» и так далее. Следующее слово – это слово «радость». Без этого слова никуда. Поэтому слово «радость», именно это слово, оно настолько имеет вот такую сильную энергетику, что с помощью этого слова вы будете привлекать удачу, деньги. А если вы будете довольны и благодарны событиям, которые происходят в вашей жизни, то действительно у вас все будет гармонично. Очень важно, чтобы вы употребляли следующую фразу: «Я рад, что сегодня» или «какая радость, что». Таким образом, вы показываете большее количество причин для позитивных эмоций, и таким образом вы сами провоцируете удачные события в своей жизни.
Но вы должны понимать, что эти слова, которых мы сейчас только что озвучили, они помогают только тем, кто в них верит и с ними работает. Поэтому, если вы их будете просто произносить, потому что это так надо, ничего у вас не получится, к сожалению, потому что все изначально мы уже повторяемся, но работает на уровне энергии. Очень важно, что вы сами верили в сказанное, чтобы вы сами ощущали и понимали, чего вы хотите. Поэтому произношение любых слов, любых фраз должно стать вашим таким вот ежедневным ритуалом, как вы умываетесь, например, как вы готовите себе вкусный кофе или чай, или, возможно, что-то вы делаете такое, что вам приносит радость. И это подкрепляйте определенными словами, потому что таким образом вы эту энергию увеличиваете, приумножаете и подкрепляете. Также не стоит употреблять эти слова и фразы с какой-то иронией или негативным подтекстом, потому что как только вы начинаете это произносить, происходит программа саморазрушения. Нужна она вам? Скорее всего, нет. Поэтому всегда думайте. Даже если вы рассчитывали на что-то одно, а знаете, как вы посчитали, что жизнь вам подставила подножку, и у вас это не получилось, не расстраивайтесь. Потому что очень часто происходит такая ситуация. Вы думаете, что это был для вас самый наилучший вариант. Но приходит время, и вы понимаете, что слава Богу, что с вами это не произошло, что вы это, например, не купили, или вы это не продали, эту вещь, или слава Богу, что вы не устроились на эту работу, потому что со временем жизнь, Вселенная показывает, почему это по отношению к вам не произошло. Очень многие из нас иногда очень хотят устроиться на высокооплачиваемую работу, потому что там и высокая зарплата, и социальные гарантии, и, может быть, отпуск за границей. Конечно, разные компании, но, вы знаете, каждый из нас стремится к чему-то самому наилучшему в своем, например, регионе или в своем городе. И бывает очень часто так, что вы по разным причинам не можете устроиться на эту работу. В какой-то момент вы, наверное, знаете, опускаете руки и устраиваетесь на работу, и при этом на этой работе вы очень быстро начинаете достигать определенных успехов, вас замечают и так далее. И вы уже ездите в командировки за границей и так далее. Премии появляются, какие-то путевки, вашей семье даются какие-то льготы и так далее, и так далее. А вы все время стремились вот той работе, где, как вы думали, лучше. И потом вы узнаете, например, во время какой-то вечеринки или какого-то мероприятия, что в той компании, знаете, как все живут как в террариуме, все готовы друг друга уничтожить. Поэтому не всегда, знаете, нужно стремиться к лучшему, но все-таки искать и параллельные варианты. А может быть, для вас будет лучше, если вы будете работать в маленькой компании, например, и вы будете ощущать, что вы ценный сотрудник, что с вами считается, что вам готовы платить и премии, давать 13-ю зарплату и так далее, и так далее. Поэтому никогда не зацикливайтесь и не думайте, что по отношению к вам высшие силы, Бог несправедливы. Всегда каждый из нас получает то, что он заслужил. И бывает так, что вот вы, например, еще стремитесь быть на каком-то большом, крупном предприятии, но вы знаете, что у вас не хватает опыта, не хватает знаний, вы расстраиваетесь из-за этого, никогда не расстраивайтесь. Идите уже на ту работу, которой вы получите опыт. Знаете, если вы получаете опыт, вам еще платят какую-то зарплату, радуйтесь, обретайте опыт, и постепенно в вашей жизни начнут, знаете, вот как был скелет, и на него начнет накладываться информация. И это приведет к пониманию, например, всей ситуации. Поэтому очень важно, чтобы вы использовали слова, которые действительно вам помогут в жизни. Поэтому старайтесь время от времени говорить следующую фразу. У меня все получится. Чем чаще вы будете произносить эту фразу, тем лучше будут складываться для вас обстоятельства вашей жизни. Кроме того, эта фраза «у меня все получится» придаст уверенности вам и будет мотивировать двигаться вперед. Таким образом, вы уже неосознанно себя программируете на удачу и на победу. Помните об этом. Поэтому старайтесь как можно чаще говорить «у меня все получится». Или следующая фраза, о которой многие почему-то им стыдно или они стесняются. «Я этого достоин» или «я этого достойна».
Вы знаете, именно эта фраза может серьезно улучшить вашу жизнь. Если вы ее будете использовать, вы делаете успех вот реальным своим смыслом. Вам стоит только увидеть свою цель и знать, на что вы способны. Потому что таким образом вы уже показываете высшим силам, Вселенной посыл о том, что вы действительно достойны всех тех материальных благ, и именно их вы должны получить. Только помните очень одну маленькую деталь. Не забывайте всегда благодарить Вселенную. Достаточно и такой фразы, как «благодарю Вселенная тебя за то-то и то-то». И даже если вы думаете, что вы недостойны, помните, вы достойны всего. Все люди на нашей прекрасной планете, они равны. Просто так сложились обстоятельства, что мы не видим, нам за телевидения, за многих причин мы не видим, что мы реально равны. Вне зависимости, кто мы, что мы, кто наши родители, мы все равны. Мы все с вами имеем на те же блага и богатства, как каждый человек. Но, к сожалению, так было принято в свое время, чтобы людей ограничивали. Поэтому научитесь работать сначала с энергиями и воплощать постепенно в материальный мир. Как только вы научитесь это делать, вы действительно, друзья, сможете увидеть, что вы можете изменить свою жизнь. И свою жизнь вы сможете изменить даже очень кардинально. Друзья, мы надеемся, что наши советы и наши рекомендации вам помогают в жизни. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал. У нас на канале очень много полезной, важной, нужной и интересной информации. Обязательно ставьте лайк этому видео. Обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви и гармонии. Друзья, у нас есть телеграм-канал. На телеграм-канале очень много тоже полезной информации. Подписывайтесь, ссылка в описании к этому видео. А прямо сейчас на экране увидите два прямоугольника. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите, там очень много полезной, важной, нужной для вас информации. Всех вам благ, друзья! Услышимся с вами уже в следующем видео.